В этом ролике готовлю самый простой домашний сыр типа адыгейский. Я покажу два варианта – классический рецепт и тот, который люблю больше. На нем остановлюсь более детально и расскажу, почему классический мне нравится не так сильно, как этот. Все детали, подробности, а также выход готового сыра дальше. Начну со своего любимого варианта приготовления, не классического. Классический рецепт покажу во второй части ролика. Привет, друзья! Адыгейские и осетинские сыры – одни из самых простых в приготовлении сыров. Для них не нужна специальная видовая закваска, нужен только фермент. Об этом я детальнее расскажу чуть дальше, также расскажу, где этот фермент приобрести и какой лучше выбрать. В отличие от других сыров, готовится адыгейский довольно быстро, и уже на следующий день вы сможете им наслаждаться. Кроме того, у этого сыра очень приятный выход. Довольно большой, об этом я тоже дальше расскажу. Так что, если интересно, продолжайте смотреть. Меня зовут Галина Артеменко. Список ингредиентов к этому рецепту сейчас доступен на экране и продублирован в описании. Важно использовать хорошее натуральное молоко. Готовить такой сыр на ферменте мне нравится тем, что этот способ менее хлопотный, более быстрый, и с ним я никогда не промахиваюсь. Сыр получается идеальным каждый раз. Не нужно искать сыворотку, для меня это тот еще квест, выжидать, пока кислотность будет правильной, не переборщить с количеством сыворотки. А фермент я купила, и он спокойно хранится в холодильнике. Сыр я могу сделать в любой момент, когда захочу. К тому же цена фермента совсем невысокая. Кроме того, для такого сыра будет достаточно иметь дома обычный бытовой термометр. С классическим рецептом нужен кулинарный или же набитая рука и насмотренный глаз. Где взять фермент? Я покупаю в интернет-магазинах для сыроваров и отдаю предпочтение растительному и микробиальному. Популярен фермент Мейта, но мне больше нравится вот такой, его проще дозировать. Оба пакетика рассчитаны на 100 литров молока, но во втором фермент дополнительно разделен на порции для 10 литров молока. А их можно разделить без проблем хоть и на глаз на 2-3 литра молока или как вам удобно. Для того, чтобы разделить на небольшие порции Мейта, потребуются ювелирные весы. Отсыпав часть фермента в зип-пакет, вливаю к нему немного чистой воды комнатной температуры. Гранулы должны раствориться. Молоко выливаю в кастрюлю и на небольшом огне прогреваю до температуры 32-34 градуса. Тут можно воспользоваться бытовым термометром, его диапазон позволяет. У меня молоко отличного качества, и предварительно я его никак не обрабатываю. Если есть сомнения в качестве молока, его лучше предварительно пастеризовать. Довести до температуры 72 градуса и резко охладить. Кипятить не нужно. В этом случае есть смысл затем ввести в молоко хлорид кальция, чтобы восполнить его потери при пастеризации. Это поможет образованию молочного сгустка. Вливаю в молоко растворенный фермент и перемешиваю молоко в течение минуты, чтобы фермент тщательно распределился. Накрываю кастрюлю крышкой и оставляю молоко ферментироваться на 45 минут. Согласитесь, все очень просто и быстро. Не нужно греть две кастрюли, вливать постепенно сыворотку. Подогрела молоко, влила фермент, размешала, подождала, выпила чаю или еще чем-то заняла это время. Все. Сферментировавшийся сгусток будет упругим и плотным, сыворотка будет прозрачной. Проверить готовность сгустка очень просто. Надрезаю край ножом, и если срез четкий, не плывет, сгусток готов. Нарезаю сгусток ножом на квадраты размером 1,5 см. Отправляю кастрюлю на минимальный огонь и, помешивая массу, прогреваю до 38 градусов. Тут опять выручит бытовой термометр за неимением кулинарного. Перемешивая, дроблю сгусток на зерно, и зерно немного сжимается, становится более упругим. Можно перемешивать массу ложкой, шумовкой, но очень удобно делать это просто рукой. Попался еще не разбитый сгусток, запросто разбиваю его и получаю равномерную массу. Слишком сильно дробить не нужно, фракции должны быть такими, как у меня. Для придания формы сыру можно использовать дуршлаг или сито, а я беру те формы для сыра, которые у меня есть. Они великоваты, но это не страшно. Специально для адыгейского продаются и специальные формы, которые придают сыру округлую форму. Перекладываю сырное зерно в форму. Такой сыр относится к самопрессующимся, поэтому устанавливать груз не нужно. Где-то через час-полтора я аккуратно переворачиваю сыр и оставляю в форме еще на час. Такой молодой сыр уже можно есть. Он сладковатый на вкус и очень нежный, но для лучшего хранения и придания более привычного вкуса его нужно посолить.
Так как я упомянула и адыгейский, и осетинский сыр, то важно внести ясность. Дело в том, что с точки зрения технологии эти сыры готовятся идентичным образом, поэтому этот рецепт вы можете использовать как для приготовления адыгейского, так и для приготовления осетинского. Разница между этими сырами всего в двух параметрах. Адыгейский сыр солится при помощи рассола, а осетинский методом сухой посолки. Кроме того, если вы захотите разнообразить такой сыр при помощи добавок, то в адыгейский сыр они вносятся непосредственно в само сырное зерно, то есть вы получаете потом эти добавочки на разрезе. В осетинском же все добавки располагаются снаружи головки, на разрезе у вас получается чистый сыр с пряным и пикантным краем по периметру. Солить этот сыр я буду в рассоле. Список ингредиентов также есть в описании. Мне нравится этот способ тем, что каждый раз сыр получается соленым одинаково, то есть нет фактора на глаз, когда иногда мало, а иногда много, но это дело вкуса и предпочтений. Итак, можно использовать для рассола как простую воду, так и оставшуюся от сыра сыворотку. Догреваю ее почти до кипения, чтобы растворить в ней соль, а затем даю остыть и процеживаю. Если использую воду или не кислую сыворотку, как в данном случае, добавляю столовую ложку яблочного уксуса на 1 литр рассола. Также иногда в рассол добавляют хлористый кальций, но для молодого сыра можно с этим не заморачиваться. Заливаю сырную головку рассолом и оставляю из расчета 3 часа на каждые 500 граммов сыра. У меня из 2 литров козьего молока получилось почти 450 граммов сыра, это 22%. Теперь покажу классический рецепт приготовления. Список ингредиентов сейчас доступен на экране и продублирован в описании. При всем уважении к традиционной рецептуре, для меня лично у этого способа только одно преимущество. Используются обычные продукты, то есть молоко и сыворотка, и не нужно специально покупать фермент. Но, как я уже говорила в начале видео, преимуществ готовить сыр на ферменте для меня гораздо больше. А вопрос покупки – это раз купил и хватит для домашнего использования надолго. Для этого рецепта сыворотка должна быть прилично кислой. Я держала ее при комнатной температуре 4 дня. Сыворотку прогреваю до 80 градусов. Чтобы без термометра проверить, достаточно ли температура, можно опустить палец. Его должно немного обжигать. Выливаю в кастрюлю молоко и отправляю его на средний огонь. Его нужно прогреть до такой же температуры 80 градусов. Не стоит доводить молоко до кипения, так готовый сыр получится сухим. Теперь постепенно вливаю кислую сыворотку в молоко и деликатно перемешиваю массу. Начнут образовываться мягкие хлопья и отделится светло-желтая сыворотка. Влив кислую сыворотку, выключаю огонь, накрываю кастрюлю крышкой и оставляю на 15 минут. Не стоит вливать всю кислую сыворотку сразу, так как ее может оказаться больше, чем нужно. Я немного переборщила с ее количеством, пока смотрела на камеру во время съемки. И сыр получится не совсем той консистенции, как должен был. Еще один плюс к моему любимому способу приготовления с ферментом. Перекладываю сырную массу в форму. Через пару часов аккуратно переворачиваю сыр и оставляю еще на час, а после солю в рассоле, как и в предыдущем случае. Выход из 3 литров коровьего молока у меня составил 540 граммов или 18%. Ставьте лайк, если этот ролик вам понравился, смотрите и другие мои вкусные видео, оставляйте приятные комментарии, подписывайтесь, если вы еще не со мной, жмите на колокольчик. Меня зовут Галина Артеменко, и это канал «Жизнь вкусная».